Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю на ваш суд первый пилотный выпуск радиостанции «Свободное влажное бритье» и его бессменного ведущего Иванова Вадима Викторовича вот в этом вот самом лице, которое все здесь до копейки. Основная нагрузка, которую должна нести радиостанция, по моему мнению, должна состоять из отвечательной, познавательной, узнавательной, информационной и иной политики, но связанной полностью с влажным бритьем. С тем самым влажным бритьем, которое существовало всегда, в нынешнее время оно чуточку трансформировалось, стало несколько иным настолько, что молодое поколение в возрасте от 15 до 25, порой даже 30 лет, совсем даже еще и не понимает, а что ж такое оно было-то настоящее, и чем безопасная бритва, которая на самом деле безопасная, отличается от безопасной бритвы, которая чуточку кассетная. Они не знают о других, а хотелось бы, чтобы узнали. Так вот, что ж такое безопасная бритва? Чем она отличается от безопасной бритвы кассетной? Первая безопасная бритва появилась в 1875 году стараниями братьев Кампф. Патент на эту бритву они получили уже в 1880 году. И реклама 1911 года, когда они рекламировали свою бритву Star, даже гласит: нам 36 лет. Мы пришли к изготовлению своих бритв, только познав полностью всю вот эту вот подоплеку при изготовлении заточки ножей. Так вот, еще в 1875 году появились первые безопасные бритвы. И только много-много-много лет спустя, в 1901-1903, во всю эту историю ввязался дедушка Жилет, придумав уже не то лезвие, которое использовали братья Кампф, а они использовали кованое лезвие, но совсем другое. У него не сразу все получилось, долго он бился, долго он мыкался, скитался по областям и весям Америки, прежде чем нашел тот самый заветный институт, который помог ему разгадать состав стали, из которой можно сделать одноразовое лезвие, которое люди бы покупали за копейки, а потом снова бы приходили к нему. Начиная с того времени, с начала 1900-х годов, расцвет дедушки Жилета был всего лишь вопрос времени. Вначале ему помогла Первая мировая война. И то, что как раз вот в эту войну впервые начали использовать отравляющие газы. А для того, чтобы люди, которые воевали на полях Первой мировой, могли спокойно надевать противогаз, им приходилось следить за чистотой своего лица. То есть с бородой, как сами понимаете, противогаз неплотно прилегал к коже, и людям наставал кирдык. Так вот, чтобы кирдык не наставал, им приходилось бриться. И закупили у дедушки Жилета десятки, сотни, тысячи бритв. Так дедушка Жилет стал путешествовать в мире бритья и стал законодателем моды. Практически на все свои изделия, которые он выпускал в то время, он распространял патенты. И эти самые патенты защищали его, не давали другим компаниям, как в самой Америке, так и за рубежом, во Франции, в Англии, в Германии, да где бы то ни было еще, что-то делать, что-то копировать с его изделий. А там было что копировать и было что слизывать, потому что изделие было настолько просто, настолько чрезвычайно эффективно, что многие потянулись в эту сторону и поняли, что да, действительно, это инструмент, это вещь. Но так продолжалось недолго. В начале 40-х годов свою деятельность стала развивать компания BIC. Так вот, Марсель BIC был одержим практически той же самой идеей, которой был одержим в свое время дедушка Жилет. Сделать что-то такое недорогое, которое будет что-то такое одноразовое, и которое рано или поздно кончится, и человек к тебе придет за этим опять. Так вот, первое, с чего начал Марсель, это он сделал одноразовые ручки, которые так и назывались BIC. Одна лишь беда. Они очень сильно отличались по цене от тех, которые существовали в то время. Они стоили $13-17, в то время как дедушка Марсель предлагал свои изделия по 19 центов. Понятно, что завоевание рынка – это был всего лишь вопрос времени. Вы спросите, а при чем тут BIC-то? А я скажу. BIC при том, что в 1975 году эти ребята сделали первую одноразовую безопасную бритву с одним лезвием. И она у них получилась так хорошо, так здорово, что они очень сильно стали завоевывать рынок, что очень сильно не понравилось компании Жилет. И уже в 1976 году компания Жилет выпускает свой первый кассетник. И уже в 1985 году Жилет выпускает свою новую бритву Астра, но уже с плавающей головкой. Так вот, ребята, на 1979 год две компании, BIC и Жилет, обладали уже 50% рынка бритья. И начиная с конца 70-х, начала 80-х годов, вот эта вирусная
инфекция под названием кассетник стала распространяться по всему миру и стала заполнять весь мир. Что привело к тому, что люди, рожденные после 90-х годов, порой даже и не подозревали, что существуют старые, добрые, безопасные бритвы, а не те, которые им предлагают сейчас. А что в них плохого, спросите вы, и почему, собственно, ими так себе бриться? Ребят, ничего плохого. И так себе бриться тоже ничего. Но все же я выбрал обычные, классические, безопасные бритвы. Почему? На основании чего? Ребята, причина проста. У них гораздо более богатый мир, гораздо более богатая палитра того, что этот мир предлагает. Представьте себе в голове, создайте образ обыкновенной столовой, американской столовой, где основное блюдо состоит из 3-4 позиций, вполне себе годных, и вы можете покушать хорошо. Плюс есть еще всякие гарниры из других стран, из Англии, из Франции, дарам, в виде пенов, баллонов и прочего, все это тоже есть. Так вот, вы зашли в столовую, покушали, и вы вышли оттуда сытый, все нормально, все хорошо. Пускай в последнее время покушать в этой столовой уже становится как покушать практически в кафе, но тем не менее. И это все то, что знает современное поколение. Оно даже не догадывается, что кроме столовой есть еще шикарный ресторан. И не просто ресторан, а ресторан мировой кухни. Где этих первых блюд не 3-4, а десятки, сотни. Где этих гарниров не 3-4-5 из разных стран, а десятки, сотни, тысячи из разных стран. И все это вкусно, и все это здорово. Но самое замечательное в этой ресторации, на мой взгляд, это то, что там может найти питание практически любой человек. На любой вкус, на любой кошелек. Там вы можете покушать, как и за 400 рублей, спокойно, не напрягаясь, и вы будете сыт. Точно так же вы можете, если позволяют средства, потешить себя и лобстерами за десятки, за много десятков тысяч рублей. Выбрать может каждый. А теперь представьте, столовая, которая хорошо кормит, и ресторация мировая, которая тоже хорошо кормит, но выбор блюд в столовой ограничен, в ресторации практически беспределен. Именно поэтому я выбираю ресторацию. Мне там уютней, мне там приятней, там гораздо больше выбор, и там гораздо больше всего интересного. Кто-то скажет: а почему, собственно, те люди, которые ходят питаться в столовую, не пользуются тем, что подают в ресторации? Они не знают. Они даже не подозревают, что это есть. Причина проста. Те люди, которые ходят в столовую, каждый раз они, приходя в гипермаркет, покупают себе одни и те же основные блюда. Или это кассеты, или это баллоны с пеной или с гелем, или это там какие-то крема недорогие в тюбиках, которые уже есть. И те же самые лосьоны после бритья, которые постоянно стоят на полках. Все, дальше этого они не заходят. Пока их устраивает эта пища, дальше у них даже мысли не приходят в голову, что можно где-то что-то посмотреть и что-то где-то увидеть. И только редкие люди, которые ходят в столовую, пообщавшись с теми людьми, которые завсегдатаи ресторации, узнают, что гарниры-то, оказывается, бывают разные. Французские, английские, американские, итальянские, немецкие, да всякие. И начинают потихонечку гарниры подтаскивать с ресторации, но не меняя при этом основное блюдо со столовой. Есть такие? Да, есть. Это плохо? Это отлично. Это просто отлично. Так вот, ребят, в первом выпуске я хотел бы, подводя итог, сказать: те люди, которые ходят в столовую, если вам в столовой хорошо, если вам там уютно, значит все замечательно. Но как только вам станет неуютно в вашей столовой, вы почувствуете, что вы ее переросли, вам хочется чего-то большего, именно в этом выпуске я хочу сказать, что есть еще ресторация, в которой вы даже еще и не были, в которой вы даже еще и не пробовали заходить. Но почему-то мне кажется, зайдя раз в ресторацию, вы в столовую уже не вернетесь. На этом я хотел бы закончить этот пилотный выпуск, а в следующем выпуске мы поговорим, а какие, собственно, бывают безопасные бритвы, их конструкция, металлоизготовление, предназначение, виды и прочее. Именно об этом я хотел бы поговорить
с вами в следующем выпуске нашей радиостанции. Если у вас есть какие-то свои вопросы, которые вам было бы интересно, чтобы мы вместе с вами осветили вот в этой радиостанции, ну, присылайте свои вопросы тут же в комментариях под этим видео. Буду рад, если смогу ответить. Если не смогу, если своих мозгов не хватит, ну, у меня есть мои слушатели, которые ой-ой-ой, как много знают, ой-ой-ой, как много могут. И очень много людей, которые гораздо опытнее, гораздо знают до хрена. Мастера с большой буквы. Уж они-то помогут точно. Разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и подписывайтесь на канал. И приходите на следующую передачу. Пока-пока. С вами был я, Вадим.